Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале Соволмаш. Мы находимся около ПКТБ Соволмаш. С вами, как всегда, Александр Сударев, который щурится от солнца, потому что оно прекрасно выглянуло и, скажем так, помогает всем, кто трудится на данной строительной площадке, работать с улыбочкой и хорошим настроением. Ну, а сзади меня вы можете наблюдать колодцы, что, как говорится, подтверждает подключение бытовой канализации. Ура, ура, ура! Об этом мы уже говорили, но не могу сказать еще раз. Тем более, вы смотрите, как они свежезагидроизолированы, и на самом деле масштаб проводимых работ не может не радовать. В этом же видео давайте мы с вами посмотрим поподробнее, какие процессы происходят сегодня и с чем в земле работают сейчас. Пойдемте. Опять же, если обратить внимание, то по площадке уже опять достаточно проблематично передвигаться, потому что постоянно ее перекапывают, то разрывают, то зарывают, делают обратную засыпку и так далее. Вот уже видели вот эти горы грунта, который периодически вывозится практически каждый день на самом деле. Ну а здесь мы с вами подходим к еще одному знаменательному событию. Это работа над теплосетями, теплотрасса. Сейчас была выполнена подбетонка. Естественно, перед этим был разрыт грунт, выкопана траншея, установлена опалубка, соответственно, потом подбетонка, гидроизоляция. Сейчас ждем поступления завоза лотков, продолжим их укладывать. Вот в той части, которая сейчас попадает на ваши экраны, уже видно, что местами произведена обратная засыпка. То есть по всей технологии были установлены на подбетонку гидроизолированные лотки, снаружи тоже были гидроизолированы, отсыпаны песком, утрамбованы виброплитой, проложены системы трубопровода, далее были выполнены соединения, примыкания, компенсаторы, естественно, были выполнены, обварка. И вот сейчас мы ждем момента выхода. А я попрошу оператора сейчас посмотреть вон в ту самую точку. И здесь мы с вами видим, что? Мы видим то, что действительно забор участка был демонтирован. Мы вышли за территорию строительной площадки. И это говорит о том, что уже в ближайшее время здесь осуществится примыкание. Вот давайте даже выйдем немножечко с теплосетью, которая находится вне площадки. Идет от распределительного узла, который, напомню, находится за тем розовым зданием. Причем давайте мы с вами еще пройдем немножечко в эту сторону. Я думаю, сейчас наши операторы на монтаже подставят кадры, где было видно, как выглядела вот эта вот территория после того, как мы ее взорвали, так сказать, вывезли грунт, произвели отсыпочку, уложили коммуникации. Помните, как все это было? Ну а теперь попрошу показать, как это выглядит сейчас. Все было вернули, скажем так, в первозданный вид, плодородный слой почвы, посеяли газон, он уже прорастает, осталось совсем немножко, здесь, я думаю, нужно будет подсеять еще кустики, деревца, все живо, все здорово, зелено и красиво. Ну и небольшим свидетельством того, что здесь было все это безобразие, является вот этот участок, и здесь, скажем так, мы будем сейчас в ближайшее время опять все раскапывать, именно вот эту часть, осуществим примыкание и также чинно и благородно все это дело, скажем, возведем в первозданный вид, а именно въезд, асфальт, газон и все необходимое. Поэтому в этой части работы серьезные, но, тем не менее, это не единственные работы, которые ведутся сейчас с землей на площадке. Для этого мы с вами переместимся в заднюю часть здания. Ну и, конечно, по пути нашего следования мы не можем не прокомментировать, что происходит в этой части площадки. Здесь сейчас происходит, скажем так, небольшая уборка, перепланировка. Будет вывезен в ближайшее время бой плиты временной дороги. Будут, скажем, перемещены вот эти все колодцы, кольца. Будет перемещен контейнер для складирования мусора. И, соответственно, как бы здесь будет
равняться еще одна дополнительная площадочка, которая будет нам также необходима. Ну и уже будем надеяться, что в ближайшее время здесь все будет выведено в отметку 0 и произойдется обратная засыпка с последующим формированием асфальта. А пока нам это только предстоит. Как можете видеть, техники на строительной площадке сейчас достаточно много. И одна сменяет другую. Работает и экскаватор, работает трактор, работает фуры, которые вывозят грунт и завозят песок. То есть действительно техники много. Ну и никак мы с вами не дойдем до задней части здания. Не с того, так сказать, начали. Здесь у нас готовится, как мы уже говорили, высоковольтный ввод электричества в здание. Видим с вами и катушки, видим перекопанный грунт, видим заземление и, конечно, вот эту интересную конструкцию с гофрами. Это реализация временной системы слива для того, чтобы не подтапливало в дождливые дни, которые сейчас периодически встречаются, место работы. Поэтому была вот импровизированная конструкция создана, и сразу же уже вода отводится в ливневую канализацию. Ну вот, удачно мы с вами подошли в это место, потому что здесь сейчас ведется активная работа, но ребята как раз, видимо, убежали на обед, и мы сейчас никому не мешаем, можем спокойно вам все продемонстрировать, как это выглядит и что это значит. Напоминаю, что за этими самыми дверьми находятся трансформаторы, коих у нас 4 штуки подсчет дверей. И вот здесь уже, соответственно, такая система ввода электричества. Также стоит понимать, что за вот этой стеной находится распределительная комната, электричество вводится туда, дальше идет по улице и заходится уже к каждому трансформатору. Сделано это в соответствии со всеми требованиями к безопасности. Ну и, конечно же, еще пару слов о заземлении. Контур заземления здесь воистину прекрасен, по-другому не могу сказать. И такое заземление позволит исследовательской части нашего комплекса работать без помех, без наводок, показывать высокоточные результаты, которые будут соответствовать всем предъявленным к ним требованиям. Ну, точнее, требованиям к лаборатории и так далее. Копать, копать и еще раз копать, прокладывать и закапывать. Так что все серьезно, все серьезно. И продолжая тему контура заземления, вот как видите, он все никак не кончается и будет присутствовать по периметру, насколько мне известно, всего здания. А сейчас мы с вами опять же по временной такой тропе выходим к пандусной группе. И что мы здесь видим? Сейчас мы с вами также стоим на плитах временной дороги, наблюдаем все тот же контур. Мы видим с вами то, что вдалеке видны кусочки геотекстиля, который был уложен. Уже выполнена обратная засыпка песком, его огромное количество. Фуры постоянно приезжают, работает виброплатформа, виброкаток. Грунт трамбуется, там мы уже тоже об этом говорили, но давайте еще раз повторимся. Вот если с этой стороны посмотреть, по периметру вырыта траншея для подключения внешнего освещения. Уже близится момент полного демонтажа и снятия забора. И вот это все безобразие практически за неделю. То есть темп работы очень быстрый и, надо сказать, качественный. Ребята знают свое дело и работают слаженно. И результаты этого деяния мы с вами видим на экранах наших устройств. Ну вот, обратите внимание на высоту пандуса, да? А пандус сделан так, чтобы можно было фурам разгрузку-погрузку осуществлять материалов. Давайте мы с вами переместимся, пойдемте, товарищ оператор, а то нас сейчас с вами тоже, так сказать, в землю-то закатают. Так вот, о чем мы? Высота пандуса сейчас достаточно, можно сказать, завышена, да? Это говорит о том, что слой песка, подушки щебня и асфальта здесь планируется очень внушительных размеров. И, естественно, подобные меры позволят создать достаточно прочный плац, благодаря которому в дальнейшем мы беспрепятственно сможем заниматься прямой деятельностью, на которую рассчитана ПКТБ «Соволмаш», без отвлечения на какие-то ремонтно-восстановительные работы и так далее. Так что все качественно и на совесть. Ну вот с этого ракурса
тоже уже видно, что геотекстиля осталось, ну, имеется в виду не покрытого песком, ну, прям очень немного. Опять видно обилие техники. И это не та же техника, которая была в передней части здания и сюда переехала. Это еще один экскаватор. Масштаб можете оценить сами. Думаю, здесь комментарии излишни. Пойдемте внутрь. Здесь у нас наблюдается новый строительный материал, который был только завезен на площадку. Также строительный материал для АБК, поэтому, как видите, тут еще работа не початый край, но тем не менее сейчас внутри здания работы также продолжаются. Была сделана очень такая масштабная уборка, налажен порядок, вывезены все строительные мусорные отходы временные, которые неизбежно появляются в процессе подобного плана работ. Но, скажем, стараемся поддерживать высокий уровень чистоты помимо выполнения прямых работ. Поэтому, если вы хотите оставаться в курсе всех событий из жизни проекта Совалмаш, обязательно подписывайтесь на наши социальные сети, ставьте колокольчики, нажимайте на лайки и узнавайте первыми о всех нюансах, приключениях, вызовах и достижениях, которые получаются в ходе реализации проекта. Спасибо за ваше внимание, за участие и до новых встреч!